Шел 14-й месяц осады персидской армии неприступной армянской крепости Артагерс. Но, казалось, ни лишения, ни щедрые посулы или угрозы врага, и даже исключительно суровая зима 367 года не могли сломить дух ее защитников, царицы Паранзем и 11 тысяч ее отважных сподвижников. Барев народ. Так описывается осада крепости Артагерс, символа, державшейся на последнем издыхании независимой Армении, символа когда-то могущественной династии Аршакидов. Сегодня мы поговорим о закате династии Аршакидов, о величественной семье Мамиконян и о событии, которое разделило историю Армении на до и после, а именно о первом разделе Армении. Царица Паранзем была дочерью Андовка, одного из нахараров Сюника, а также стала женой Гнела, племянника царя Аршака II. О красоте Паранзем шли легенды. Она была настолько красива, что даже двоюродный брат Гнела Тирит воспылал страстью к его жене и решил опорочить своего брата перед царем Аршаком II, чтобы, избавившись от него, завладеть Паранзем. Аршак II поверил клевете на Гнела и решил убить его без суда и следствия. Когда Паранзем узнала об этом заговоре, она попыталась решить проблему через католикоса Нерсеса. Она пришла к Нерсесу и просила его о заступничестве. Тогда Нерсес пошел к Аршаку II, попытавшись остановить это злодеяние, чтобы Аршак не убивал Гнела. Но Аршак не послушался Нерсеса и подвергся проклятию за убийство невинного человека. Аршак не остановился только на убийстве. Он завладел и всем имуществом Гнела, в том числе и его прекрасной женой, красавицей Паранзем. Паранзем оказалась вынуждена делить ложе царя со своей соперницей Олимпией, второй женой Аршака II. Это возбудило в Паранзем ревность, и она решила избавиться от своей соперницы. Но поскольку Олимпия была очень осторожной и никогда не вкушала непроверенной еды, Паранзем пошла на страшное злодеяние. По ее приказу некий нечестивый иерей подал Олимпии отравленное вино, когда та принимала причастие. И за это, конечно же, католикос Нерсес проклял и Паранзем, потому что это было смертельным грехом. В прошлом выпуске мы уже говорили, что царя Аршака II захватил в плен Шапур II, и впоследствии Аршак II умер в замке Забвения. Так вот, после пленения Аршака II Шапур II посылает свою армию занять Армению. Царь Персии поручил управлять Арменией двум перебежчикам – Силаксу и Артабану. Паранзем же в тот момент вместе с царской казной, верными ей нахарарами и 11-тысячным гарнизоном укрывалась в крепости Артагерс. Несмотря на свои прошлые ошибки, нужно признать, что Паранзем спасла свою страну, которая находилась как будто бы в безнадежном положении. Когда Силакс и Артабан, возглавляя персидскую армию, подошли к крепости Артагерс, они начали ее осаду. В тот момент непонятно как Паранзем обольстила этих двоих, вернула им должности и сделала так, что Силакс и Артабан обратились против персидской армии, с которой сами пришли, и просто прогнали персов от крепости. И таким образом Артагерс и сама независимая Армения продолжала держаться. От царя Аршака II у Паранзем был сын, принц Пап. Чтобы уберечь Папа от мести персов, Паранзем отправила своего сына в Римскую империю. Там император Валент определил для принца место жительства город Неокесарию в провинции Понт, где принца содержали в почете и уважении. Героическое сопротивление Паранзем в крепости Артагерс позволило армянской знати собраться с силами. Спустя некоторое время
по инициативе тех же Силакса и Артабана к императору Валенту было отправлено посольство с просьбой вернуть папа уже в качестве царя Армении. Армяне просили у Рима поддержки этой царской власти. Это посольство возглавлял Мушех Мамиконян, сын Спарапета Вассака и достойный наследник рыцарской славы своего отца. Император Валент удовлетворил просьбу армян, но лишь частично. Он поручил одному из своих приближенных, Дуксу Теренцию, отвести папу в Армению, чтобы тот был царем Армении, но запретил папу брать с собой царские регалии, а Теренцию было запрещено вступать в конфликт с персами. Причиной было то, что Валент не хотел разрывать заключенный с персами договор об отказе от Армении. Мы в прошлом выпуске сказали, что такой договор подписал император Иовиан, и Армения осталась без союзника. И Валент не хотел, разрывая этот договор, брать себе на плечи еще открытую войну с Персией. Поэтому да, Теренций вернул папу в Армению в качестве царя, но сделал это без легионов для его поддержки. Однако ситуацию это не спасло. Шапур II вышел из терпения и после этого события приказал своей армии надвигаться на Армению и разорять все на своем пути. Царь Пап, который, понятное дело, еще не успел на тот момент окрепнуть на троне, просто бежал в горы и в провинции Лазик в течение 5 месяцев успешно скрывался от персов. За это время персы возобновили осаду Артагерса, которую до сих пор продолжала удерживать неукротимая царица Паранзем. Крепость Артагерс пала, но только спустя 14 месяцев осады. И то она пала не в результате успеха персов, а из-за того, что нахлынула некая эпидемия, которая уничтожила всех защитников крепости. Паранзем попала в руки персов, и вместе с ней вся царская казна. Царицу доставили в Персию. Легенда гласит, что Шапур II поставил столб и привязал туда Паранзем, чтобы каждый желающий мужчина смог надругаться над ней. Таким образом, царица Паранзем была замучена до смерти. Кстати, о событиях жизни Аршака II и Паранзем армянским композитором Тиграном Чухаджаном написана опера под названием «Аршак II». По словам древнеримского историка Амиана, персидская оккупационная армия уничтожила Армению. Она сжигала плодовитые деревья, разрушала города, а всех жителей пленила и переселила в Персию. Персы не обошлись и без преследований по религиозным основаниям. Амиан пишет, что Шапур II лично приехал в Армению, и его сопровождали 2 вероотступника. Мы помним про них. Это Меруджан Арцруни и Ваган Мамиконян. И эти отступники были орудиями мести Шапура II. Особенно жестоко Шапур II мстил жителям Сюника, потому что испытывал личную ненависть к правителю Сюника Андовку и его дочери, царице Паранзем. Шапур вернулся в Персию только после того, как поставил в армянских городах персидские гарнизоны. 2 вероотступника остались в Армении и пытались всеми силами обратить армянский народ в зороастрийскую веру. Ваган Мамиконян, желавший построить святилище огня по всей Армении, вызвал к себе такую сильную ненависть, что его убил его же собственный сын Самуэл. В свою очередь, Римская империя больше не могла мириться с попытками иронизации Армении. Поэтому император Валент посылает в Армению войско с поручением изгнать оттуда персидские гарнизоны. В результате успешной операции царь Пап при помощи римлян возвращается на армянский престол в 369 году. И чтобы укрепить свой трон, царь Пап решает примирить 2 соперничавшие власти – власть царей и власть католикосов. Он идет с почтительным визитом к святому Нерсесу, который тогда уже отошел от дел и жил в каком-то отдаленном монастыре, и просил Нерсеса оказывать ему поддержку советом и мудростью. И с этого времени Нерсес возвращается в столицу и делит с царем Папом заботы правления. В то же время
доблестный спарапет Мушех Мамиконян собирает армию в 10 тысяч воинов и ведет ее освобождать от персов те территории, которые они еще занимали. Армении были возвращены земли до области Гянджа на границе с Персией. При поддержке Римской империи Мушех Мамиконян разрушил все зороастрийские святилища, которые были построены при персидской оккупации. Мушех приказал снять кожу с вражеских предводителей и главных вероотступников и повесить их трупы на стенах завоеванных городов. Историк Фавстос Бузант объясняет, что Мушех тем самым мстил за смерть своего отца Васака, которого, как мы помним, очень несправедливо взяли в плен и жестоким образом казнили в замке Забвения. Также Бузант описывает по порядку с живописными подробностями несколько сражений, в которых армяно-римские войска побеждали персов и возвращали Армении ранее потерянные города и земли. Когда война закончилась и персы были изгнаны, Мушех проявил милосердие к определенным феодалам, которые ранее сотрудничали с врагом, и помог им восстановиться в должности. Это было блестящее возрождение величия Армении. Герой Мушех, который всегда желал одного — служить своим господам Аршакидам, везде заставлял и убеждал феодалов принять власть царя Папа. Мушех решительно и окончательно положил конец всем попыткам религиозной и политической иронизации Армении. Святой Нарсес, великий патриарх, восстанавливал святыни, которые были разрушены персами, а также собрал в общины верующих, которых персидские гонения разбросали по всему миру. И опираясь на защиту Рима, христианская Армения вновь занимала свое место среди стран Востока. К несчастью, три условия, которые делали возможным возрождение Армении, сохранились недолго. Какие это были условия? Первое — это согласие между царской властью и властью патриархов. Второе — это согласие между царской властью и главными феодалами страны, и также союз Рима и Армении. По словам Фавстоса Бузанда, царь Пап был одержим злыми духами. Эта одержимость проявлялась в его разгульной жизни, за которую он постоянно получал упреки и обличения от святого Нарсеса. В какой-то момент царь Пап настолько устал от этих осуждений, что пригласил к себе Нарсеса и заставил патриарха за столом выпить отравленный напиток. Это произошло в 373 году. После этого пап отнял сан патриарха у семьи Григория Просветителя и передал его другой семье, потомкам Альбиана, священников, сподвижников Григория. После того, как пап убил святого патриарха Нарсеса, все впали в глубокую печаль. И все люди и весь народ армянский в один голос твердил и говорил: «Слава армянская закатилась, ибо праведник Божий ушел из нашей страны». Князья и нахарары тоже говорили: «Теперь мы знаем, что наша страна погибла, ибо невинно пролилась праведная кровь, тем более, что он, то есть Нарсес, умер за Бога». Армянский спарапет Мушех Мамиконян также говорил: «Невинно пролилась кровь Божьего святого. Отныне я уж не смогу пойти против врага или действовать копьем против кого-нибудь, ибо я знаю, что Бог оставил нас, мы покинуты и не сумеем поднять головы. Я знаю, что с этих пор не будет больше победы над врагами армянской страны, ибо победы мы одерживали благодаря молитвам усопшего и его рода». И во всех пределах Армении от края до края оплакивали святого Нарсеса. Царь Пап совершал и другие ошибки того же рода. По словам историка Амиана, Шапур II, который не сумел завоевать Армению военным путем, теперь пытался это сделать дипломатическим, хитрым путем. Мы помним, что после вторжения римлян и подвигов Мушеха Мамиконяна, которые освободили Армению от Персии, у Шапура были в какой-то мере связаны руки. И во многом персам противодействовали Силакс и Артабан, которые, как мы помним, раньше прислуживали персам, но потом перешли обратно к армянам. И Шапур решил избавиться от Силакса и Артабана, опорочив их перед царем
папом. Так сказать, он пытался внести раскол изнутри. Обещая царю папу заключить с ним союз, царь Шапур с такой лицемерной дружеской заботой говорил папу, что он находится под сильнейшим влиянием Силакса и Артабана, и что пап лишь своим формальным царским званием превосходит этих двоих. На что пап, конечно же, отреагировал некой вспышкой эмоциональной и решил казнить Силакса и Артабана и отослать их головы царю Шапуру в знак того, что, мол, смотри, я не нахожусь ни под чьим влиянием. То есть доверчивый правитель Армении попал в ловушку Шапура II. И это дало сигнал Шапуру о том, что он сможет с легкостью восстановить свой протекториат над Арменией. Но Шапур поступал очень осторожно и хитро. Сначала он направил к императору Валенту посольство, чтобы удостовериться, что Валент не будет нарушать договор об отказе Рима от Армении, который, как мы уже говорили, был подписан предшественником Валента Иовианом. Но здесь Шапур просчитался, потому что реакция Рима была достаточно неожиданной. Претензии Шапура были отвергнуты, и римский военачальник Артиней, который командовал оккупационными римскими войсками на территории Армении, начал действовать очень опрометчиво, изгоняя персов от границ с Арменией, что заставило Шапура снова оставить и отложить свои планы по завоеванию Армении. Но опять же, во время этих событий сам царь Пап показал себя крайне ненадежным союзником Римской империи, потому что, несмотря на то, что он избавился от персидской оккупации благодаря Римской империи, царь Пап пытался дипломатическим путем, каким-то союзом с Персией избавиться от протекториата Рима над Арменией. То есть он хотел полной независимости Армении. В принципе, в чем его можно понять. Однако в этот период в Армении за поведением папа очень внимательно следил Дукс Теренций, который при царе Папе был как бы резидентом и представителем Римской империи в Армении. Тот же историк Амиан, который, кстати, ненавидел Теренция, пишет, что Теренций отправлял отчеты императору Валенту, в которых очень отрицательно, очерненно и искаженно описывал поступки и действия царя Папа. И в 374 году эти отчеты принесли результат. Валент вызвал папа в Киликию, в город Тарс, для беседы о срочных делах. В Тарсе с правителем Армении обращались как с царем, подчеркивая уважение к его сану, но охраняли так строго, что он не мог никаким образом приблизиться к императору, чтобы понять, зачем его вообще вызвали. Но в какой-то момент царь Пап узнал, в чем дело. Он узнал об отчетах, которые Теренций писал императору Валенту. Он узнал, зачем его тут держат, и просто взял 300 всадников с самыми быстрыми конями и тут же, не оглядываясь назад, просто ринулся обратно в Армению. Император Валент был ошеломлен побегом папы и отправил за ним 1000 легковооруженных лучников, чтобы его привезли обратно. Но царь Пап ускользнул от этих лучников и каким-то образом без помех вернулся в Армению. После этого события царь Пап умело и мудро как-то скрыл свою обиду и, не показывая, что оскорблен, он продолжал хранить верность союзу с Римом. В свою очередь, Мушех Мамиконян тоже использовал всю свою власть и авторитет, чтобы союз с Римом оставался нерушимым. Но все это оказалось безуспешным, потому что император Валент уже окончательно приказал Теренцию решить дело с папом и покончить с ним. Убийство царя Папа действительно стало отвратительным театральным представлением, достойным поздней Римской империи. Чтобы обмануть царя Армении, были использованы все виды уловок. То Троян давал указания прочесть царю самые успокаивающие письма о намерениях Валента, о добрых намерениях, то сам приходил просить приглашения на царский стол. Когда все было готово, Троян, военачальник римской оккупационной армии в Армении, пригласил папа на пиршество, которое на самом деле было ловушкой. И на этом роскошном пире, после того, как все сотрапезники, конечно же, напились, римские воины убили царя Папа.
Что странно по поводу убийства царя Папа, так это то, что армянские летописцы и авторы житий приветствуют казнь Папа как божье возмездие за убийство святого Нарсеса. А вот историк Амиан, который лично знал и ненавидел императора Валента, в казни царя Папа видит политическую ошибку и политическое преступление Римской империи. После смерти Папа император Валент прислал царствовать в Армении Вараздата. По всей видимости, Вараздат был племянником Аршака II. По словам Бузанда, Вараздат был отважным юношей с жилистыми руками и бесстрашным сердцем, но легкомысленным, с переменчивым нравом и ограниченным умом. На секундочку, Вараздат был победителем 291-х античных Олимпийских игр Древней Греции в 385 году. Однако в то же время он был очень наивным и неопытным в государственных делах и просто марионеткой в руках римлян. Но, как ни странно, на тот момент верность нахараров роду Аршакидов была очень крепкой, потому что у всех были опасения, что после казни Папа Римская империя просто присоединит к себе все территории Армении. Поэтому нового царя Вараздата все феодалы приняли с радостью. Но по факту самым главным человеком и самым авторитетным среди феодалов оставался Мушех Мамиконян. И своими советами он всегда направлял царя Вараздата. Что касается внешней политики, то здесь Мушех всегда был ярым сторонником союза с Римом. Мушех вступил в переговоры с Римом и предложил Риму построить в каждой провинции Армении на границе с Персией по одному городу с 2 мощными замками, окружить эти замки стенами и поселить в них военные гарнизоны, а также вооружить за счет императора знать и войска Армении так, чтобы они имели возможность и способность защищаться от персов. А император с радостью принял это предложение, которое действительно обеспечивало армянам защиту и безопасность от персидского вторжения. Но, к сожалению, замысел Мушеха вскоре обратился против него же самого, потому что новый царь, как мы уже говорили, достаточно наивный, поддался влиянию молодых аристократов, которые стали влиять на него, руководить им и направлять его в соответствии со своими собственными намерениями. И по стандартной схеме завистливые феодалы опорочили Мушеха перед Вараздатом, говоря, что Мушех был соучастником римлян в убийстве царя Папа, и что теперь Мушех хочет отдать Армению в руки римлян, умертвить Вараздата и самому взойти на армянский престол. Весь этот заговор возглавлял феодал Самбат Сааруни. И в результате успеха этого заговора Мушеха устранили так же, как устранили царя Папа. Царь Вараздат пригласил с парапета Мушеха на большой пир, напоил его, и после этот самый Самбат Мушеха умертвил. Фавстос добавляет, что старый добрый воин успел лишь посетовать, что умирает в разбойничьем логове, а не встречает смерть лицом к лицу на поле битвы. Вот так трагически погиб герой Мушех Мамиконян. Но его брат Мануэл Мамиконян не собирался оставлять это злодеяние без наказания. Мануэл Мамиконян собрал армию сторонников и пошел против царя. И вот она, гражданская война. Возле Карина, нынешнего Эрзурума, произошло сражение по всем канонам. Армия Мануэла Мамиконяна против армии царя. И царская армия была побеждена в тот день войсками Мануэла. Изгнанный из Армении Вараздат нашел убежище у римлян. Однако по отношению к Риму Вараздат вел себя достаточно двулично. Хоть он и был поставлен на престол римлянами, сам он пытался оборвать эту связь и избавиться от римской опеки. Хоренаци утверждает, что Вараздат
отправил к Шапуру II посланцев, которые должны были просить для Вараздата одну из дочерей Шапура II в жены и обещать, что Армения признает себя вассалом Персии. Скорее всего, эти интриги стали известны римскому императору, поэтому римляне не сделали ничего, чтобы вернуть Вараздата на армянский престол. Более того, римляне отправили Вараздата куда подальше и от Рима, куда-то на Британские острова. Больше о судьбе Вараздата нам ничего не известно. Битва у Карина и изгнание Вараздата сделали Мануэла Мамиконяна фактическим хозяином Армении. Все это произошло в 378 году. Клан Мамиконянов фактически уничтожил царскую власть аршакидов и объединил вокруг себя всех сильных, знатных феодалов страны, тем самым восстановив порядок в стране. Однако победивший клан не осмелился совсем обойтись без царской власти, хотя бы номинальной. Поэтому Мануэл Мамиконян пришел к полумере. Он поставил на трон подставное лицо, вдову царя-папа, царицу Зармандухт, а сам правил от ее имени как регент. У Зармандухт было два сына от царя-папа – Аршак и Вагаршак. Обоих этих мальчиков Спарапет Мануэл воспитал как собственных сыновей, а их мать Зармандухт он оберегал и оказывал ей почести, подобающие царице. Однако Мануэл опасался, что утверждением своей власти в Армении он вызовет вторжение римлян, и поэтому он предупредил это вторжение единственным логичным путем. Он просил защиту у Персии. К персидскому двору было отправлено посольство с сообщением о том, что Армения готова признать вассальную власть Персии над собой. Шапур II, который проживал последний год своего царствования, был, конечно же, бесконечно счастлив такому предложению, потому что он всю жизнь пытался завоевать Армению то военным путем, то дипломатическим, и у него этого никак не получалось, а тут родной брат наследственного врага Шапура II, то есть Мушера Мамиконяна, просто приносит страну к его ногам. Конечно же, он с радостью принял это предложение. И чтобы мирно установить сюзеренитет сасанидов над Арменией, Шапур направляет туда 10 тысяч всадников под командованием персидского аристократа Сурена, дав ему титул Марзбан, то есть наместник пограничных земель. Кроме этого, царь Персии дал Мануэлу неограниченную власть на всей территории Армении. Вообще, соглашение между Арменией и Персией, которое заключили Мануэл и Шапур, было вполне приемлемым для армян, потому что сасанидское государство, их сюзерен, давало Армении политическую автономность и уважало ее христианскую религию. Но и этот порядок продержался недолго, потому что после энергичного Шапура II на троне Ирана начали появляться один за другим слабые правители, которые боролись с непокорностью своей местной знати. А вот римский мир, напротив, в последний раз объединился под управлением великого императора Феодосия. Поэтому Рим снова стал привлекательным для Армении. Но помимо этих политических моментов, Фавстос Бузант объясняет смену политического направления Армении как следствие стараний придворных интригантов, которые всеми силами хотели вызвать недоверие у Мануэла Мамиконяна по отношению к персам. То есть вот эти придворные убедили Мануэла в том, что персидский царь замышляет какой-то заговор против него и против Армении, и другими всякими способами пытались опорочить персов, и в результате этого все 10 тысяч персидских воинов, которые ранее были направлены в Армению на службу, были убиты по приказу Мануэла Мамиконяна. Персидский Марзбан Сурен был единственным, кто спасся во время этой резни. И в результате этого персидский двор несколько раз посылал карательные армии в Армению, но Мануэл смог отразить все эти атаки. Предатель Меруджан Арцруни, который все еще был жив, мечтал об одном — свергнуть Мануэла Мамиконяна. Меруджан убедил сасанидов послать против его бывшей родины
новую армию, а его самого назначить командующим этим походом. И сражение состоялось. Мируджан со своим персидским войском напал на армию Армении возле селения Багаван. Но сам Мируджан во время этой битвы был убит, а вражеское войско, которое осталось без вождя, было обращено в бегство. И после такой череды побед над персами и Мируджаном Мануэл Мамиконян стал сильнее как никогда. То есть он был полноценным хозяином Армении. К тому же победа клана Мамиконянов была закреплена еще и брачным союзом, потому что Спарапет Мануэл выдал свою дочь Вардандухт замуж за принца Аршака, а за брата Аршака, принца Вагаршака, выдали замуж дочь начальника конницы Саака Багратуни. Саак Багратуни был представителем славной семьи Багратуни, который имел наследственную привилегию надевать корону на голову царя при возведении аршакийских царей на престол. Вся знать Армении была созвана на эти две царские свадьбы. По сути, эти свадьбы были заключением союза между двумя самыми сильными феодальными семьями и царской династией Аршакидов. И именно тогда Мануэл Мамиконян, собрав всех представителей Армении, объявил царем юного правителя Аршака III, а Вагаршака, его брата, его соправителем. Так в Армении был применен принцип совместного правления, который уже использовался в Риме. Историки предполагают, что Аршак III поселился в городе Двин в провинции Айрарат, а Вагаршак в городе Эрес, это нынешний Эресджан, в провинции Екереац. Иначе говоря, старший брат царствовал в Восточной, Великой Армении, а младший — в Западной Армении. Но если такой раздел и был, то его неудобства не были заметны современникам, поскольку оба молодых царя одинаково подчинялись власти бывшего регента Спарапета Мануэла Мамиконяна. Вскоре после царских свадеб Мануэл Мамиконян умер, а после него скоропостижно скончался и Вагаршак. После смерти Мануэла воцарившийся в Армении Аршак III, сын папа, демонстрировал верность христианскому духовенству и императору Феодосию Великому. Но Фавстос пишет, что после смерти Мануэла некоторые нахарары оставили Аршака III и предали свою страну. Они уехали к царю Персии и потребовали себе другого царя из рода Аршакидов. Персидский царь Шапур III с радостью принял это предложение армянской знати и выбрал в цари юношу из аршакидского рода по имени Хосров. После воцарения он стал Хосровом IV. Шапур III велел надеть ему на голову царский венец, дал ему в жены свою сестру, а в качестве регента поставил некого Зика и отправил его со свитой в Армению с многочисленной армией. И таким образом Хосров IV, благодаря оккупационной армии, добился того, что многие в Армении признали его власть. А царь Аршак III был вынужден оставить свой престол и бежать искать защиты у римлян. То есть старый проект раздела Армении был реанимирован. В 387 году между Римом и Персией был заключен договор, по которому территориальные пределы Армении резко сократились. Сократились они потому, как окраинные области Армении были присоединены к соперничавшим державам, соответственно, к Риму и Персии. Центральные территории Армении также были разделены, но просто в обеих ее частях продолжали править вассальные цари, зависимые тоже, соответственно, от Рима и Персии. Теперь на востоке, то есть в Великой Армении, которая составляла 80% территории Армении, царствовал Хосров IV, а на западе, возле Ефрата, какое-то время продолжал царствовать Аршак III под протекториатом Рима. Это событие принято называть первым разделом Армении. Царская власть продолжала существовать в римской части Армении до 389 года, а в персидской до 428 года. После чего власть над Арменией окончательно перешла в руки нахараров, которые опирались на владычество
Персии. Первой причиной этого раздела были вечные споры феодалов, делившими страну на части, а также неподчинение нахараров царской власти аршакидов. В конечном итоге раздел Великой Армении привел к ослаблению Римской империи и гибели сасанидского государства. Но даже будучи разделенными между двумя государствами, Армения смогла сохранить самоуправление, свой язык и новоприобретенную христианскую веру. Противостояние армянам и персам привело и к тому, что армянские священники не смогли явиться на Халкидонский собор 451 года, что в конечном итоге привело к образованию особой позиции армянской апостольской церкви, отличной от других ветвей христианства. Для самих армян раздел заложил основу деления на западных и восточных армян, которое существует и по сей день. А также раздел стал, к примеру, катализатором к созданию уникального армянского письма, потому что когда персы пытались вывести армянский народ из римского влияния, они запретили армянам использовать латинский и греческий алфавит. Тут-то за дело и взялся знаменитый просветитель Месроп Маштоц, который создал уникальный армянский алфавит. То есть история и сама жизнь продолжали бросать вызовы и ограничения армянскому народу. Армянский же народ снова и снова возрождался, создавал что-то свое, не идентичное, не похожее на других, и, не сдаваясь, шел вперед. Об этом непростом для армянского народа периоде и о дальнейших событиях мы более подробно поговорим в следующих выпусках. Друзья, если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарии, ваше мнение, потому что нам действительно важно узнать, что вы думаете. Также делитесь этим видео. Пусть как можно больше соотечественников узнает прекрасные события, которые происходили на протяжении веков с нашими предками и с нашим государством. Также, если вы хотите финансово поддержать наш проект, вы это можете сделать, перейдя по ссылкам в описании к видео и в описании профиля. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, потому что дальше будет только интереснее. Мы благодарим вас за ваши прекрасные отзывы, за вашу поддержку и за вашу искреннюю любовь к своей стране и родине. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.